9 месяцев назад, а если точнее 23 января 2022 года, мы начали эксперимент, целью которого было выяснить, что подавляет появление или распространение плесени и бактерий. Мы взяли 6 чистых банок и положили в каждую по одинаковому кусочку белого хлеба и яблока. Проясню сразу, мы не собираемся хранить нарезанные яблоки и хлеб в банках. Но эти продукты выбраны специально для эксперимента, так как нам нужно каким-то образом стимулировать появление и распространение плесени. То есть мы создали условия, при которых плесень обязательно появится. Но в то же самое время в каждую банку мы поместили средство, которое должно подавить и остановить плесень. В конечном итоге опытным путем мы собираемся найти натуральное средство-консервант, благодаря которому можно будет хранить в закрытых банках разные пищевые продукты, не переживая, что они заплеснеют и испортятся. В общем, идея, надеюсь, понятна. Чтобы ускорить образование плесени, яблоко мы положили непосредственно на хлеб. Кстати, все банки и крышки перед закладкой продуктов были обработаны кипятком. Одну банку мы плотно закрыли крышкой и оставили как контрольный образец. В остальные 5 банок мы поместили разные натуральные средства для подавления плесени и бактерий. В этом эксперименте мы использовали острый красный перец, 1 чайную ложку, молотый чеснок, 1 чайную ложку, лавровый лист, 1 штуку, медицинский спирт, 1 чайную ложку, лук репчатый, 1/4 часть. Банки мы плотно закрыли герметичными крышками и поставили в прохладное, темное, сухое место. Через 6 месяцев мы проверили образцы, чтобы увидеть победителей, и сделали отдельное видео. Посмотреть его можно по ссылке на экране или в описании под этим видео. При этом посетители нашего канала просили не прерывать эксперимент, но продолжить. Так мы и сделали. Спустя 9 месяцев мы снова достали наши банки и сейчас посмотрим, что там происходит. Какое из средств лучше всего подавляет плесень и гнилостные бактерии. В контрольной банке мы отчетливо видим плесень на хлебе и следы работы гнилостных бактерий. Хлеб стал очень тонким, и на дне банки образовалась жидкость. Это результат работы бактерий и плесени. Напомню, что с момента закладки прошло 9 месяцев. Далее вторая банка с молотым красным острым перцем. Плесени и немного гнили есть в месте соприкосновения яблока с хлебом. Яблоко буквально вдавилось в хлеб и стало коричневого цвета. Хлеб стал тоньше. Третья банка с репчатым луком. Хлеб в идеальном состоянии, плесени нет, следов распространения гнилостных бактерий нет. При этом лук изменил первоначальный цвет. Яблоко же спустя 9 месяцев практически не изменилось, не считая небольшого изменения цвета на срезе, что естественно для большинства яблок. Интересно, что шкурка яблока покрыта капельками влаги. И это мы наблюдаем уже несколько месяцев. Далее 4-я банка с молотым сухим чесноком. Плесень присутствует на месте соприкосновения яблока с хлебом. Хлеб и яблоко потемнели. 5-я банка с лавровым листом. Плесень и признаки гниения присутствуют на месте соприкосновения яблока с хлебом. Хлеб и яблоко потемнели. 6-я банка с чайной ложкой медицинского спирта. Хлеб в идеальном состоянии, плесени и следов бактерий нет нигде. Яблоко потемнело, но без каких-либо повреждений и деформации. Мы пришли к такому выводу. Если вы хотите сохранить продукт от порчи на длительное время, добавьте в тару немного лука или спирта. По крайней мере, 9 месяцев лук и спирт показали положительный результат. Пропорцию нужно будет подобрать самостоятельно, смотря на количество продукта, которое вы собираетесь хранить, и объем тары. А что вы думаете по поводу этого эксперимента? Оставьте комментарий. Кто, по вашему мнению, победитель?